который потерял всю свою семью из-за драконов и вынужден был тренироваться, чтобы стать сильнейшим охотником на драконов с божественными способностями. В этом мире драконы превосходят людей по силе и мастерству, потому что у них древняя магическая кровь. У человека было только два способа убить дракона. Они могли выставить его на солнечный свет или пронзить его сердце серебряным материалом, который замораживает дракона при контакте с его маной. В результате те, кто умел убивать драконов, становились охотниками на драконов. Однако драконы по-прежнему легко нападали на города и убивали людей. Погибли миллионы людей, включая охотников на драконов в королевстве, кроме одного. Рагнар был единственным выжившим. Он узнал, где находится Ультиматия, лидер драконьей крови, и сразился с ним. Он был полон решимости отомстить за все, что они сделали. Он ненавидел их всем сердцем, но они жестоко избили его и победили. Он был слаб, он был просто уродливым сиротой. Просто неудачником во всем. Его родителей съели драконы, когда ему было 3 года, и его взяли к себе родственники. Через день их тоже съели драконы. Затем его продали богатой семье, и через несколько месяцев, угадайте, что случилось. Появились драконы и съели их тоже. В конце концов, он не только стал бездомным, но и начал подвергаться издевательствам. В конце концов, драконы появлялись всякий раз, когда он был рядом, и убивали всех, кроме него. Как будто он был проклят смотреть, как умирают все, кто ему дорог. И спустя 8 лет он все еще был проклят. Конечно, он был побежден драконьей кровью, но он все еще был жив, и это заставляло его хотеть умереть. Даже драконы хотели убить его, но Ультиматия остановила их. Она знала прошлое Рагнара и то, сколько раз он выживал в битвах с драконами. Она верила, что это была воля Бога. А если это была воля Бога, то это могло означать только одно. Бог хочет, чтобы Рагнар стал его новым слугой. Ультиматия делает клинок из своей крови и пронзает его. Она объясняет, что теперь он все забудет, потому что с этого момента Рагнар станет драконом. Рагнар кричит от боли, когда кровь дракона начинает смешиваться с его телом, и ему кажется, что он горит изнутри. Но это еще не все. Все его воспоминания, страхи и ненависть постепенно исчезают. Пока он не вспоминает об одном человеке, ее зовут Линека. Он встретил ее, когда над ним издевались, и она спасла его, победив хулиганов. Она представилась охотницей на драконов и предложила ему присоединиться к ней. Он боялся, что она тоже умрет, и он снова останется один. Но она заверила его, что она сильнее драконов, поэтому не умрет. Умирают только слабые. Рагнар наконец нашел кого-то, кто выживет вместе с ним. Они объединились и вместе отправились на охоту на драконов. Но большую часть работы делала Линека, потому что Рагнар был трусом. Она годами охотилась на низших драконов и стала лучшей охотницей на драконов в их городе. Она также стала героем Рагнара. Он больше не думал, что проклят, и все благодаря ей. Поэтому он посвятил себя заботе о ней. Он все еще был слабаком, но хотел быть полезным слабаком для своего героя. Он даже тайно тренировался, хотя у него не было таланта к охоте на драконов. Он никогда не станет таким, как Линека, но пока он может помогать ей, пока не умрет, его это устраивает. Однажды на город напал высший дракон по имени Гримвельд после падения Донапуру. Линека сразу же вышла на бой, а Рагнар последовал за ней. Люди умирали направо и налево. Рагнар заметил Гримвельда, который использовал магию крови, превращая ее в клинки или пламя. Он напал на него из засады, но его меч сломался при ударе. Гримвельд контратаковал огненным клинком и сбросил его в реку. Линека увидела это и очень разозлилась. Она набросилась на Гримвельда за то, что он ранил ее Рагнара, и пригрозила убить его. Она бросилась в бой и яростно сражалась с ним. Но он был не так прост, как низшие драконы, которых она убивала одним или двумя ударами. Он даже не использовал всю свою силу, но она была измотана, так и не нанеся ему ни одного удара. Он был настолько силен, что она даже подумала, не бог ли он драконов. Это разозлило Гримвельда. Он обиделся за бога драконов. Как она могла сравнивать такого ничтожного дракона с их могущественным богом-ребенком? Он атаковал ее огненным клинком, но она всегда была начеку в бою и быстро увернулась. Тогда Гримвельд решил преподать ей урок о драконах. Он был 10-м в родословной, что делало его низшим высшим драконом. Он даже рассказал ей, почему королевство будет уничтожено. Линека была потрясена, узнав, что их жизни зависят от перепадов настроения маленькой девочки. Для драконов нападение не было серьезным, потому что охотники на драконов для них не угроза. Вот насколько ничтожны люди. Гримвельд небрежно рассмеялся и снова напал на Линеку. К сожалению, он убил ее. Рагнара спасли из реки, и он уже очнулся. Он видел, как все произошло, и его жизнь изменилась. Его герой умер раньше него, так что, похоже, проклятие все еще действовало. Гримвельд уничтожил всех в городе, но Рагнар выжил. Он был совершенно опустошен и возненавидел драконов. Он отправился на поиски, чтобы убить всех драконов на свете. Он хотел отомстить, поэтому много лет тренировался. Он даже несколько раз чуть не погиб, но продолжал идти вперед. Он нашел новых друзей, но все они погибли, а он выжил. Он продолжал терять близких, но не останавливался.
Он не для того страдал всю жизнь, чтобы превратиться в дракона из-за ультиматии. Поэтому он остановил ритуал, пронзив свое сердце серебряным мечом. Это привело к его смерти. Ультиматия была разочарована и ушла со своей родословной, чтобы продолжить работу. Сразу после этого прибыл Кримсон, предыдущий монарх драконов, и воскресил его. Кримсон ушел до того, как Рагнар очнулся. Рагнар продолжил тренироваться еще усерднее. Но он все равно проигрывал большинство сражений, он был еще недостаточно силен. Однако постепенно он начал побеждать, пока не стал выигрывать все свои битвы. Он делал это десятилетиями, пока его серебряный меч полностью не слился с его телом. Это заставило его излучать серебро из собственной плоти. Он превзошел человеческие возможности и стал самым сильным охотником на драконов. Теперь он был на одном уровне с монархами драконов. Он мог защитить все и всех, но ему больше нечего было защищать. Он чувствовал себя бесполезным каждый день. Однако через несколько дней Рагнар встретил его. Рагнар отреагировал, как всегда, он попытался сразу же убить Кримсона. Однако у Кримсона, похоже, было несколько тел, и он был бессмертен. Тогда Кримсон раскрыл правду. Он хотел, чтобы Рагнар присоединился к нему и помог исполнить его желание, и это желание было таким же, как у Рагнара. Убить всех драконов. Рагнар был потрясен, он не мог поверить в это. Тогда Кримсон сказал, что когда они закончат, Рагнару придется убить последнего живого дракона, самого Кримсона. Не раздумывая, Рагнар воспользовался этим шансом и начал революцию в охоте на драконов. Однако это заняло слишком много времени, они хотели, чтобы все было быстрее, поэтому решили отправить Рагнара в прошлое и дать ему его нынешнюю силу. Он появляется в ночь нападения прямо перед смертью Ленёки. Гримвельд все еще объясняет ей, как мало драконы думают о людях. А юный Рагнар все еще в реке. Взрослый Рагнар показывает ему все ужасные воспоминания, включая то, где умирает Линека. Он пронзает его мечом, передавая ему всю свою силу, чтобы спасти Ленёку и всех остальных. Когда сила проходит через него, юный Рагнар чувствует мучительную боль и громко кричит, пугая охотников на драконов, которые его спасают. Как раз в тот момент, когда Гримвельд пытается напасть на Ленеку и убить ее, Рагнар просыпается. Он мгновенно замораживает всех низших драконов без особых усилий. Его поведение полностью изменилось. Теперь он кажется холодным из-за серебряной ауры, которую он излучает. Это пугает Гримвельда, и он останавливается на полпути. Он сравнивает эту пугающую ауру с аурой монарха драконов. Когда он видит, что это исходит от Рагнара, он пытается вести себя жестко и превращается в дракона. Но Рагнар мгновенно замораживает и его и разбивает на куски. Линека стоит и наблюдает за этой безумной силой. Она все еще жива, и это радует Рагнара. Он подбегает к ней, обнимает и теряет сознание в ее объятиях. На следующий день на город снова нападает лесной дракон по имени Тимур Октав. Рагнар все еще спит, но Линека сразу же выходит на улицу, чтобы защитить людей. Лесные деревья кажутся бесконечными и живыми, они продолжают нападать на нее. Они даже добираются до комнаты Рагнара и пытаются напасть на него. Когда Линека видит это, она возвращается, чтобы помочь ему. Но другие деревья перехватывают его. Но прежде чем они успевают напасть на нее, Рагнар просыпается. Он тут же замораживает деревья и находит Тимутафа, который ест служанок в лесу. Он без раздумий бросается в атаку, что беспокоит Ленёку. Она следует за ним, но не успевает, потому что он слишком быстр. Когда он добирается до Тимухтафа, он пинает его ногой, прежде чем тот съедает молодую служанку, и тот отлетает в сторону леса. Но когда он поворачивается к служанке, то понимает, что это Кримсон, бывший монарх драконов, в маскировке. Он думает, что Кримсон пришел за ним, но Кримсон не понимает, что происходит и кто этот сумасшедший парень. Но у Рагнара есть воспоминания о его прошлом, поэтому он знает, что Кримсон всегда был таким. Вскоре Линека догоняет его, и Тимур Октав нападает на них. Линека встает в боевую стойку, но Рагнар быстро расправляется с ним. Он кормит Тимур Окта серебряной бомбой, и тот взрывается, уничтожая весь лес. Линека удивлена силой Рагнара. Она даже шутит, что теперь ей будет трудно его догнать. Но Рагнар просто говорит ей оставить его и уехать из страны. Линека в шоке. Она не понимает, почему он так говорит. Она отказывается понимать. Она кричит на него. Она лидер. Это ей он подчиняется. Рагнар в шоке. Линека всегда была спокойной, сильной и правильной, в какой бы ситуации они ни оказались. Почему она не может принять, что это лучшее решение, пока реальность и чувство вины не настигают его? Линека действительно сильная и спокойная, но она еще ребенок. Ей всего 12 лет. Просто ребенок, который был вынужден быть сильным, чтобы защитить себя, слабого и жалкого. Но теперь пришло время измениться. Он знает, что Линека умрет, если останется с ним, поэтому ему нужно принять решение. И он решает спасти ее, повторив те же слова, которые она сказала ему, чтобы спасти его. Слабые умирают. Линека начинает плакать, она не хочет расставаться с ним. Она приходит в ярость, думая, что сможет доказать свою силу, напав на него. Но меч некогда сильнейшего охотника на драконов останавливается одним из пальцев Рагнара.
Он заставляет ее уехать из страны с другими охотниками на драконов и смотрит, как она уходит, плача. Увидев, как Линнека уезжает из страны, Рагнар поворачивается к нему. Кримсон хочет вернуться домой, но Рагнар настаивает, что он бывший монарх драконов. Но это не имеет смысла, потому что он все еще жив, несмотря на то, что находится на солнце. Рагнар легко объясняет, что Кримсон еще не умер, потому что он больше не крылатый монарх. Кримсон пожимает плечами и уходит. В этот момент Рагнар внезапно падает в обморок из-за высокой температуры, и Кримсон вынужден остаться, потому что Рагнар спас его раньше. Позже Рагнар приходит в себя, и Кримсон спрашивает его о драконах, разрушающих королевство. Рагнар объясняет, что именно поэтому им нужно действовать сейчас. Им нужно убить крылатого монарха, который ими руководит Ультиматию. Кримсон не может в это поверить, это звучит как шутка. Но Рагнар не шутит, их будущие версии смогли это сделать, значит это возможно. Но на этот раз они сделают это еще быстрее, потому что уже встречались. Кримсон оборачивается и думает о том, что Рагнар так много о нем знает. Он задается вопросом о будущем, о котором он постоянно говорит, потому что для него оно еще не наступило. На самом деле ему это даже нравится. Пока Рагнар был без сознания, он проанализировал его тело и обнаружил, что оно слилось с серебряным мечом. Рагнар может генерировать серебро, и его потенциал огромен. Кримсон хитрый и коварный, поэтому он втайне рад опробовать этот новый способ борьбы с драконами. Затем он поворачивается к Рагнару, все еще притворяясь невинной маленькой девочкой. Внезапно они видят несколько низших драконов, пролетающих неподалеку. Они направляются к группе Линёки, и Рагнар не может этого допустить. Он подхватывает Кримсона и бежит в том же направлении, спрашивая у Кримсона, что делать. Кримсон приказывает ему уничтожить драконов, и Рагнар делает это, сбивая одного из них с ног, и все они останавливаются. Затем он выпускает свое серебро, создавая вокруг себя несколько мечей и пронзая ими дракона, прежде чем тот успевает напасть на него. Дракон замирает. Один из мечей летит к Кримсону, и он ловит его. Он осматривает его и замечает, что в нем нет ничего особенного, это просто мусор. Но благодаря силе Рагнара он все равно может заморозить дракона одним прикосновением. Он также может убивать высших драконов даже в руках охотников на драконов среднего уровня. Кримсон понимает, что сила Рагнара превосходит все его ожидания, она слишком велика. Если бы он мог управлять армией с помощью этих мечей, он бы владел этими драконами. Сразу после этого он выплевывает немного слизи и приказывает ей сделать свое дело. Слизь радостно атакует драконов, поглощая их и превращая в кости. Кримсон решает наконец раскрыть свою истинную сущность и соглашается объединить усилия с ним, но при одном условии. Рагнар должен выпить специальный яд, который убьет его, если он попытается предать его. Кримсон немного боится силы Рагнара, поэтому ему нужна страховка. Рагнар быстро выпивает яд, не раздумывая, удивляя Кримсона. Затем Кримсон садится и рассказывает Рагнару о своем плане уничтожить всю расу драконов. Затем он убьет Дода, а в конце Рагнар убьет и его. На следующий день они отправляются в путь. Впереди они видят группу людей, пытающихся убить низших драконов. Рагнар сразу же расправляется с драконами, оставляя группу в изумлении. После этого Кримсон подходит к нему и предлагает посмотреть на его боевые искусства с серебром в действии. Он хочет увидеть группу, которую они используют. Лидер группы, Майкл, успокаивает детей, и Кримсон понимает, в чем дело. Он подходит и уверяет их, что теперь они в безопасности благодаря Рагнару. Жнец позаботился о драконах поблизости. Он представляет Рагнара как мастера-охотника на драконов, который убил много высших драконов. Это, конечно, неправда, но им не обязательно это знать, и, к счастью для него, они верят в это и даже называют Рагнара жнецом. Майкл представляется и встает на колени, чтобы попросить помощи у дуэта. Он хочет, чтобы они убили высшего дракона, который напал на их город Тартьер. Им пришлось бежать оттуда, когда на них внезапно обрушился сильный торнадо. Его вызвал ветер с помощью высшего дракона по имени Дестуа, третьего члена крылатой родословной. Кримсон знает этого дракона и объясняет, как он использует ветер, чтобы спрятаться. Рагнар хочет немедленно пойти и сразиться с Дестуа, но Кримсон останавливает его и слегка толкает на землю. Он знает, что Рагнар не может двигаться и говорит ему отдохнуть 3 дня. Ясно, что Кримсон просто парализовал его, чтобы он не мешал его планам. Затем Кримсон говорит группе, что Рагнар не может им помочь из-за своих травм. Поэтому они просят Кримсона помочь им. Но он отказывается, даже когда они обещают заплатить ему всем, что у них есть, включая их мечи. Он знает, что они отчаянно нуждаются в помощи, потому что чувствуют себя виноватыми. Они сбежали из Тартьера и бросили людей. Теперь они чувствуют себя виноватыми, и Кримсон усугубляет ситуацию, рассказывая обо всем, что произошло, пока они убегали. Майкл больше не может этого выносить, он падает на колени и плачет, что все это правда. Но он слишком слаб, чтобы что-то с этим сделать. Если бы у него была сила Рагнара и Кримсона, он бы защитил всех. И это то, что хочет услышать Кримсон. Он дарит ему меч, чтобы он мог убивать драконов. Майкл принимает меч, а другие охотники на драконов поддерживают его.
Теперь у Кримсона есть люди, которыми он может управлять в бою. Миссия выполнена. Он ведет их обратно в Тортьер через волшебную дверь, которая ведет в комнату с множеством оружия. Это самое крутое, что они когда-либо видели. Но самое впечатляющее — это пули. Они пропитаны серебром от самого Рагнара Жнеца. Слайм также полезен для отслеживания движений Дестуа и передачи информации Кримсону. Он показывает симуляцию текущего состояния города, где торнадо все еще активен, а некоторые выжившие остались. Кримсон понимает, что Дестуа просто тянет время, потому что ему приказали оставаться в этом городе. Затем он придумывает план до рассвета. Он подбадривает охотников на драконов мотивационной речью, и они воодушевляются. Они уходят и находят Дестуа. Вскоре после этого Кримсон использует громкоговоритель, чтобы насмехаться над ним и оскорблять крылатого монарха. Дестуа раздражен тем, что Кримсон оскорбил ультиматию. Он так злится, что начинает преследовать их, и это именно то, чего хочет Кримсон. Он продолжает ехать на восток, пока солнце медленно поднимается над горизонтом. Он увеличивает скорость машины, но Дестуа преследует их. Они открывают огонь, быстро ослабляя торнадо Дестуа. Вскоре они проезжают под мостом, и торнадо внезапно останавливается и распадается. Дестуа выбрасывает наружу, когда восходит солнце. Рагнар пропитал мост своим серебром, что помогло торнадо распасться. Дестуа в замешательстве, и прежде чем он успевает что-то понять, слайм в виде гигантской руки хватает его и насаживает на гигантскую серебряную стрелу. Дестуа никогда в жизни не был так растерян. Все происходит так быстро. И теперь он замерзает от стрелы, которую удерживают 5 рыцарей. Он пытается призвать свой ветер, но не может. Он также не может растопить стрелу, потому что его магия сейчас слаба. Рыцари крепко держат стрелу, пока солнце полностью не взойдет и не поможет ему сгореть. Он кричит от боли из-за холода серебра и жара солнца. Внезапно земля под стрелой вздымается вверх. Она падает, увлекая за собой Дестуа и рыцарей. Стрела ломается пополам, и наконечник вонзается в грудь Дестуа. Теперь он свободен и в ярости. Он пытается вытащить наконечник стрелы из груди, повернувшись спиной к врагам. И это большая ошибка, потому что Кримсон сбивает его машиной, разрывая на куски. Затем его сжигают и обезглавливают. Кримсон приписывает это падение гордости Дестуа. Несмотря на то, что он провоцировал, он не выкладывался на полную, потому что никогда не думал, что его убьют. К сожалению, его беспечность была так же опасна, как серебро и солнечный свет. После битвы Кримсон дает охотникам на драконов и выжившим еду, транспорт и оружие, чтобы они могли покинуть город. Когда они собираются уходить, он накладывает заклинание, чтобы они забыли о нем. Затем он разворачивается и исчезает. Майкл благодарит Рагнара за помощь, а Рагнар хвалит его и остальных за то, что они победили дракона, и они счастливы. Они пожимают друг другу руки, и группа охотников на драконов уходит. После этого Кримсон достает рацию из своей шляпы ведьмы и слушает объявление, которое транслируется. В нем говорится, что на границе произошло нападение дракона, и все жители должны эвакуироваться в столицу, где безопасно. Никто не должен приближаться к границе, несмотря ни на что. Рагнар думает, что это ловушка. Они пытаются помешать людям покинуть страну, собрав их в столице. Поэтому они направляются в столицу и умудряются пробраться в старый район, ближе к дворцу. Кримсон переодевается женщиной по имени Вероника и оставляет Слайма присматривать за больным Рагнаром, который не выносит больших скоплений людей. Он обещает вернуться через 2 часа и просит Рагнара не ввязываться в неприятности. Затем он уходит, смешавшись с толпой и думая о населении города. Несмотря на приток беженцев, людей на улицах мало. Единственное возможное объяснение – они сокращают численность населения, и никто этого не замечает. Он находит одного из своих слуг, Голема, и получает последние новости. Приходит и другой его слуга, Химера. Кримсон рассказывает им о своем плане заставить Рагнара встретиться с Ультиматией. Ему нужно, чтобы они работали вместе, чтобы все получилось. Тем временем снаружи Рагнар и Слайм находят толпу, собравшуюся вокруг поднятого брезента. Там стоят военные, которые снимают брезент и показывают замерзших драконов. Затем драконы сгорают, что означает безопасность столицы и их усилия по предотвращению опасности. Это воодушевляет толпу, но Рагнар знает, что это всего лишь уловка, и он точно знает, кто заставляет их это делать. Он начинает уходить, когда внезапно проходит мимо Ультиматии, замаскированной под обычного гражданина. Ультиматия тоже замечает его и поворачивается, чтобы спросить, все ли с ним в порядке. Он сразу же настораживается и начинает искать своего врага. Он чувствует желание разрубить ее на куски. Но Кримсон приказал ему не делать этого, хотя он бы победил 1 на 1. Он хочет дождаться Кримсона и остальных. И он знает, что Ультиматия держит наготове своих превосходных драконов Нибулу и Багеуса. Поэтому он решает уйти. Как только он уходит, появляется Нибула, чтобы проверить Ультиматию. Он сразу же начинает подозревать Рагнара, потому что тот похож на охотника на драконов. Ультиматия говорит ему, что Рагнар просто болен из-за толпы. Это то, что он может понять. Когда он тоже заболевает и его рвет, Рагнар пользуется этим шансом, чтобы исчезнуть оттуда.
Кримсон и его слуги, с другой стороны, анализируют видеозапись с ультиматией. Она во дворце с королем, и время, кажется, остановилось. Из-за этого ее не видно на видео, пока на короля не нападают, и она его не исцеляет. Кримсон объясняет, что ультиматия внезапно появляется в этот момент, потому что она не может остановить время и сразу его перемотать. Ей приходится либо останавливать его, либо перематывать, что является ее слабостью. Если они нападут на нее и схватят, она перемотает время, чтобы исцелиться. И поскольку она не сможет остановить время, пока делает это, они просто снова схватят ее, и она снова перемотает время. Это будет повторяться до тех пор, пока она не исчерпает всю свою магию, то есть умрет. Проблема в том, что Нибула и Борджио вмешаются. Вот тут-то и появляются Химера и Голем. Они должны убедиться, что Рагнар закончит работу без помех. Тем временем Рагнар идет по переулку, размышляя, правильно ли он поступил, не сражаясь с ультиматией. Ему кажется, что Кримсон говорит ему, что он поступил правильно, но все же он чувствует, что должен немедленно покончить с ультиматией. Он просит Слайма связаться с Кримсоном и сообщить, что он нашел свою цель, прежде чем уйти. Слайм звонит Кримсону и сообщает, что Рагнар их предал. Рагнар возвращается туда, где находится ультиматия. Она помогает ребенку воссоединиться с родителями и небрежно спрашивает Нибулума, есть ли эта семья в списке на исчезновение. Рагнар подслушивает это, и Нибулум объясняет, что его метод позволяет им исчезнуть без следа и страданий. Ультиматия радуется, услышав это, называя это настоящим спасением. Все это вызывает отвращение у Рагнара, и он подходит к ним, чтобы быстро парализовать Нибулу своим мечом. Ультиматия не сразу понимает, что происходит. Она замечает это только тогда, когда Нибулум рассыпается на куски. Тогда она понимает, что Рагнар враг. Она снимает маскировку и пытается остановить время, но Рагнар бросается на нее и разрезает ее на куски, сразу же схватив ее. Она перематывает время, но он быстро разбивает ее на куски, снова схватив ее. Они повторяют это снова, пока Кримсон и остальные слышат шум снаружи. Когда Ультиматия снова перематывает время, она пытается контратаковать, но Рагнар несколько раз подбрасывает ее в воздух. Она использует магию кровавого пламени, чтобы атаковать его, но он отвечает своими серебряными мечами, которые пронзают ее. Кримсон раздражен тем, что Рагнар начал бой без его разрешения, но ему интересно посмотреть, как далеко он сможет зайти с Ультиматией. Рагнар продолжает атаковать ее снова и снова, и она уже сбилась со счета, сколько раз умирала. Она начинает бояться, что у нее заканчивается время. Борджио пытается помочь ей, но Голем нападает на него, прежде чем он успевает что-то сделать. Рагнар продолжает атаковать, но внезапно оказывается в магическом барьере Нибулума. Нибулум приходит в себя, но он в ужасном состоянии. Ультиматия снова перемотывает время и атакует Рагнара, используя барьер Кровавого Дракона. Однако Рагнар использует всю силу серебра, чтобы разрушить барьер Нибулума. Нибулум пытается укрепить барьер, но рядом с ним появляется Слайм и проглатывает его, позволяя Рагнару вырваться на свободу. Ультиматия полностью исцеляется и немного успокаивается, но Рагнар тоже вырывается из кровавого барьера. Он сразу же атакует ее, прежде чем она успевает остановить время, но она быстро перемотывает его, думая о своем первом драконе Ватмуе. Тем временем Рагнар продолжает атаковать, пока они не оказываются за пределами столицы. Он не сдерживается и выплескивает на нее всю свою ярость. Он бьет ее снова и снова, пока земля не трескается и не происходит взрыв. Она решает использовать трюк, которому ее научил Уолтер Камуи в безвыходных ситуациях. Она перематывает весь мир. Это возвращает их всех назад, когда Рагнар и Слайм находят толпу вокруг брезента, накрывающего замерзших драконов. Рагнар сбивается с толку и чувствует, что что-то не так. Ультиматия появляется позади него и останавливает время. Она начинает говорить о том, сколько магии нужно, чтобы перемотать весь мир, поэтому она делает это нечасто, но ей пришлось это сделать, потому что Рагнар представляет для нее угрозу. Затем она спрашивает, почему он так ее ненавидит, что хватает ее несколько раз. Это страшно, так что лучше, если она просто схватит его сейчас. Она перемещает людей в безопасное место. Теперь с ней только Рагнар и Слайм. Прежде чем она успевает переместить Слайма, она замечает, что палец Рагнара двигается, и это ее пугает, ведь никто не может двигаться без разрешения, когда она останавливает время. Приходит Нибулум и мстит Рагнару. Она видит, что Рагнар снова не двигается, и его избивает Нибулум. Она чувствует облегчение. Она останавливает Нибулума, потому что на его руках Слайм, который разъедает его кожу. Кроме того, избиение Рагнара ничего не даст, потому что он прорвал все ее защиты во время битвы. Она поняла, что его тело похоже на серебряный меч, на который не действует магия. Они должны придумать другой способ победить его. Она просит Борджио сказать королю, чтобы он использовал мощный луч света, чтобы поразить Рагнара. Но тут Рагнар вспоминает, как она влила свою кровь в его будущее «я». Это так его разозлило, что он очнулся. Он бежит к ней, но медленнее, чем раньше. Она начинает паниковать и поджигает его своей кровью. Она в ужасе от того, что ее магия контроля времени не работает должным образом. Все, в ком есть ее кровь, могут двигаться, она просто выбирает, кто не должен. В будущем у Рагнара тоже была ее кровь, поэтому он тоже может двигаться, потому что не был освобожден от этого. Конечно, она этого не знает, потому что это другая временная линия.
Пока Рагнар бежит к ней, Небулум использует барьер, чтобы защитить ее. Но Рагнар пробивает его и добирается до нее, пугая ее до смерти. Затем он разрезает ее на куски. Она перематывает время на себя, и время возвращается в нормальное русло. Он снова бросается на нее, и Небулум прикрывает ее своим телом, готовясь к атаке. Но вдруг он останавливается и начинает истекать кровью из лица. Это результат перенапряжения и чрезмерного использования его сил. Он падает на землю и истекает кровью еще сильнее. В этот момент король стреляет лучом в Рагнара, а Небулум уходит вместе с ультимацией. После взрыва Небулум видит Химеру и Кримсона, замаскированных под женщин, рядом с телом Рагнара, но он не знает, кто они. Кримсон разочарован в Рагнаре, потому что он проиграл. Он должен был слушаться приказов, но не послушался и теперь такой, что раздражает. Несмотря на это, он начинает рассказывать, что ультимация никогда не была ориентирована на боевые действия. Поэтому она никогда не любила сражаться. Но она всегда была уверена в своей магии контроля времени. Однако сейчас у нее травма, и ее трясет, потому что Рагнар разрушил ее уверенность. Он задается вопросом, воспользуется ли она своей магией еще раз, чтобы покончить с Рагнаром раз и навсегда. Она все еще в панике, думая, что с ее магией что-то не так, но в конце концов решает использовать ее и снова попытаться остановить время. Кримсон хотел этого. Он взрывает несколько бомб, которые Голум расставил по всему району, и ранит многих людей, что отвлекает ультимацию. Он делает это, чтобы еще больше сломить ее. И это срабатывает. Она паникует, не понимая, что происходит. Если она хочет спасти всех, ей придется перемотать время назад. Она пытается это сделать, но Небулум останавливает ее, потому что это истощит всю ее магию. Кримсон раздражен этим и уходит с Рагнаром на спине Химеры. Они возвращаются в его сферическую комнату, телепортационную комнату, соединенную с разными точками на Земле и Луне. Он хочет покинуть страну и восстановиться, но Рагнар просыпается и отказывается уходить. Он настаивает, что не уйдет, пока не победит ультимацию. Кримсон пытается успокоить его и похвалить за хорошую работу. Теперь ему нужно отдохнуть, но он отказывается. Он заставляет себя встать и активирует свои боевые искусства Сильверина. Кримсон приказывает Химере удержать его. Затем он наступает ему на голову, жалуясь на технику, которая может повредить его телепортационную комнату, но уже слишком поздно, на стене уже есть трещина. И Небулум видит это снаружи, определяя их местоположение. Кримсон не может в это поверить. Он пытается открыть дверь, но она не открывается. Небулум решает разрушить комнату и вытащить их оттуда, что злит Кримсона. Он приказывает Голуму ударить их, и Голум стреляет в Небулума. Небулум просит Борджиа о помощи, и Борджиа стреляет в Голума. Рагнар продолжает сопротивляться ограничениям Химеры. Он вырывается и решает уничтожить всех драконов снаружи. Кримсон шокирован и злится на Рагнара за то, что тот помог их врагу разрушить его план. Но Рагнару все равно, он просто становится сильнее. К счастью, им удается выбраться из телепортационной комнаты через аварийный выход и оказаться на военной базе Лис. Кримсона отводят к командиру специального корпуса королевской армии и второй принцессе королевства, Старлии Лис. Он знает о ней все и ненавидит ее. Она родилась без рук, но ее глаза могут видеть ауру, излучаемую всеми вещами, и эта аура позволяет ей перемещать что угодно, используя только свой разум. Первым, что она контролировала, был набор столовых приборов, и ее прозвали принцессой столовых приборов. Солярианцы считают ее чудом, и половина мира знает ее. В 3 года она победила 3 низших драконов. В 6 лет она выиграла боевой турнир. В 8 лет она победила Орду драконов. А в 9 лет она предотвратила государственный переворот. Через 10 лет она стала мастером-серебряником, создавая невероятное серебряное снаряжение. Сейчас ей 16, и они с ней командиры основного подразделения с потрясающими бойцами, которые используют ее снаряжение. Кримсон ненавидит ее, потому что она сразу видит ложь. А он зарабатывает на жизнь ложью. Она начинает расспрашивать его, направляя на него оружие, она хочет знать, кто он такой и как сюда попал. Он решает хорошенько подумать, прежде чем ответить. Он знает, что она и ее отряд хотят телепортироваться из страны, потому что за ними охотятся 2 высших дракона. Это значит, что их цели совпадают. Поэтому им нужно сотрудничать и бежать вместе. Он хочет попытаться обмануть. Она может видеть, как меняется аура в зависимости от эмоций и определять искренность людей. Если он будет искренним, смешав немного правды со своей ложью, он сможет ее обмануть. Он решает показать свой левый глаз, шокируя всех. Он представляется как Кришвайс-волшебник. Великие волшебники иногда рождаются с нечеловеческими чертами, и поскольку в отряде есть волшебник, драконий глаз должен их убедить. Он не хочет это скрывать, потому что Старлия может ударить его, если ее инстинкт подскажет ей, что он виновен. Она дает ему огромный меч, чем удивляет его. Она дает оружие тем, кто ей нравится, а он ей нравится, потому что он лжец. Кримсон берет меч, но она тут же резко забирает его обратно. Это была уловка, чтобы заставить его прикоснуться к серебру, которое она использует, чтобы увидеть истинную природу человека. Истинная природа человека — это сумма его прожитой жизни, а Кримсон — это темное скопление смерти. Она приказывает всем обнажить мечи и обвиняет Кримсона в том, что он стоит за взрывами в столице.
Кримсон пытается объясниться, но она не дает ему шанса. Он обращается к магу отряда Фу и умоляет его о помощи. Но Фу отказывается, потому что он всегда слушается своего командира. Старлия бросает свой меч в Кримсона, заставляя его кричать от страха. На самом деле ему все равно, ударит она его или нет, он все равно не умрет. Он просто воспользуется этим шансом, чтобы спрятаться на базе и сбежать с Рагнаром. Внезапно появляется Рагнар и перехватывает меч, говоря, что только ему позволено ударить Кримсона. Старлия ошеломлена, увидев его. Рагнар подозревает Кримсона в чем-то, но на этот раз он жертва. Пока остальные гадают, как он сюда попал, Старлия с визгом падает на пол, сбивая с толку свой отряд. Ее наставница Назарина помогает ей подняться, а она указывает на Рагнара и называет его мечом с руками. Рагнар в замешательстве и беспокоится, что Кримсон действительно что-то сделал. Кримсон удивляется, как Старлия видит Рагнара, ведь она видит мир по-другому. Она видит его как меч с телом и начинает паниковать и падать. Это приводит ее отряд в ярость. Они думают, что Рагнар что-то сделал. Они пытаются напасть на него, но он легко останавливает их несколькими ударами. Старлиус смотрит на него, думая о том, что он – идеальное сочетание человека и серебряного. Он прекрасен, со шрамами и серебряной аурой в придачу. Он такой сильный, но такой спокойный и такой горячий. Она начинает смущаться и спрашивает Назарину, что делать. Рагнар и Кримсон в шоке, они совсем этого не ожидали. Рагнар пытается поговорить с ней, но она в смущении прячется за Назариной. Он неловко говорит ей, что они с Кримсоном здесь не для того, чтобы драться. Если Кримсона пощадят, они будут выполнять приказы. Их запирают в камере, пока отряд решает, что с ними делать. Там Кримсон заставляет Рагнара лечь и наступает ему на голову за то, что он испортил его план. Рагнар больше не хочет оставлять ультиматию в живых. Как ты собираешься компенсировать это? Я также не знаю, что случилось с големами, и местонахождение Химеры неизвестно. Теперь и голем, и Химера пропали. Он должен компенсировать все это. Рагнар говорит, что компенсирует это, ударив ультиматию, что раздражает Кримсона. Рагнар хочет вернуться в столицу, как только поправится, что еще больше расстраивает Кримсона. Затем Рагнар спрашивает о Слиме, о котором Кримсон забыл. Кримсон находит каплю слизи на шее Рагнара и использует ее вместе с его волосами, чтобы вернуть Слима к жизни. Только теперь Слим стал меньше, и Кримсон винит Рагнара в очередной потере. После того, как Рагнар извиняется, Слим спрашивает, где они, но Рагнар тоже не знает. Кримсон говорит им, что это подземная военная тренировочная база на севере Лиса. Люди там в опасности из-за того, что на них нацелены превосходящие драконы. Это меняет мнение Рагнара о возвращении в столицу. Солдаты встречаются со Старлией и докладывают ей о текущей ситуации. Драконы ведут себя странно, никакой активности нет, и не похоже, что они собираются напасть, даже если получат сигнал. Такое ощущение, что они чем-то заняты. Старлия тщательно обдумывает это и приходит к выводу, что драконы ушли, но не собираются их отпускать. Это все еще может быть хорошей возможностью для них подготовиться. Приходят Кримсон и Рагнар, Старлия краснеет и закрывает глаза. Кримсон предлагает помочь им с планом побега. Он знает, что они хотят использовать кровь дракона как источник магии, чтобы телепортироваться отсюда. Это хороший план, но он не сработает. Военная мощь врага слишком велика, чтобы с ней сравниться. Но если они будут работать вместе, он может предоставить им информацию о враге. Он также может предоставить супероружие, способное в одиночку справиться с превосходящими драконами. Супероружие, конечно же, Рагнар-жнец. Старлия краснеет, когда слышит имя Рагнара, но берет себя в руки и отказывается сотрудничать. Кримсон сосредотачивается на одном из превосходящих драконов, который нацелился на них – Алтозора. Алтозора управляет военными делами. Его сила – химический синтез. Он создает яды, чтобы уничтожать или гипнотизировать свои цели с помощью собственной крови. Он может распылять яды, как туман, покрывая большую площадь. К счастью, яды можно нейтрализовать солнечным светом и серебром. Эта информация может помочь им бороться с ним, даже несмотря на то, что сила его армии будет умножена из-за ядов и гипноза. Старлия и ее отряд с подозрением относятся к этой информации, но Кримсон напоминает им, что если бы он лгал, Старлия бы знала. Он также заставляет Рагнара убедить ее, потому что он ей нравится. Рагнар не уверен, что сможет это сделать, но он пытается, потому что хочет помочь людям там. Вернувшись в камеру, Кримсон сказал ему, что по его расчетам на них нападут как минимум 10 драконов и 13-е место во главе с Ультазорой и Теректрой. На базе всего 18-550 человек персонала и гражданских, а это значит, что все погибнут. Кримсон попросил его пока забыть об ультиматии, чтобы они могли сбежать из страны. Он использует все, что у него есть, включая самого Рагнара, чтобы убедиться, что все спасутся. Рагнару удается убедить Старлию, что несмотря на то, какой ужасный Кримсон, он больше всего на свете хочет убить всех драконов. Вот почему он объединился с ним. И как лучший в мире охотник на драконов, он хочет, чтобы Старлия использовала его, потому что он может ей помочь. Старлия безумно рада, что ее первая любовь просит ее использовать его. Но она остается профессионалом и соглашается работать вместе.
Кримсон доволен этим и хочет изменить план, основываясь на своей информации. Старлии он безразличен, она просто хочет, чтобы он просто предоставил информацию, а она сделает все остальное. Кримсон саркастически соглашается и предупреждает ее, чтобы она не облажалась. Затем он сообщает ей, что драконы внезапно прекратили свою деятельность, потому что он и Рагнар сражались с Ультиматией в столице. Вероятно, поэтому они и поспешили туда. Там Вальтакамуй показывает Ультиматии голову Майкла как того, кто убил Дестуа. Он нашел и убил Майкла, который перед смертью сказал ему, что жнец придет за ним. На базе проверяют силу Рагнара. Он наполняет меч серебром, и Айк проверяет его, разрезая один из мечей Старлии. Меч успешно разрезан пополам, и все впечатлены. Рагнар объясняет, что эффект продлится недолго, потому что мечи со временем портятся. Но поскольку мечи Старлии высокого качества, беспокоиться не о чем. Затем Старлия решает наполнить все оружие серебром Рагнара. В комнате телепортации на базе Фу и его команда с трудом справляются с магическими кругами и необходимым количеством магии. Им нужно больше 15 порций крови низших драконов, чтобы перенести всего одного человека. Даже если они убьют всех драконов, которые нападут на них, крови все равно не хватит на все 18 50 человек. Им нужно провести больше экспериментов, но времени нет. Появляется Кримсон и предлагает свою помощь. Фу не доверяет ему, но не отказывается. Тем временем Старлия разговаривает с Рагнаром наедине. Она дает ему 3 меча из своего арсенала, потому что нет времени делать для него специальный. Затем она говорит ему, что после битвы хочет присоединиться к соларианцам и стать бичом драконов. Она знает, что не сможет позаботиться о более чем одном человеке, когда они сбегут из страны. Если она присоединится к соларианцам, они помогут защитить ее людей. Но она может погибнуть в бою. И когда это произойдет, она хочет, чтобы Рагнар присоединился к соларианцам вместо нее и помог ее людям. Она умоляет его, но, к сожалению, Рагнар отказывается, потому что ему не нравится их религия. Она не должна вести себя так, будто ее смерть предопределена. Но она объясняет, что ее интуиция подсказывает ей, что ей суждено умереть с самого начала войны. Затем Старлия становится настойчивой и говорит, что Рагнар попросил ее использовать его. Это делает его ее подчиненным, и как ее подчиненный, он должен выполнять ее приказы. Это впечатляет Рагнара, он никогда не думал о смерти во время сражений. А когда это происходит, он думает, что это нормально. Старлия же полностью готова к худшему, что делает ее более способной, чем он. Ее сила воли настолько невероятна, что она сияет, напоминая ему о Леке. Это те люди, которых он всегда хотел спасти. Он решает передать свою силу 3 мечам и говорит Старлии стать бичом драконов, потому что он защитит ее. Солнце начинает садиться, и отряд ждет прибытия врага. После захода солнца появляется Альто Зора и начинает атаковать базу корнями, похожими на щупальца, которые вырастают из земли. Он разрушил барьеры, которые Старлия установила в земле, но база сможет выстоять. Однако в этот момент с неба спускается Эрера и сразу же устремляется к базе. Когда Старлия видит это, она вспоминает совет Кримсона, как противостоять этой атаке. Удар наносит минимальный ущерб, и Теректру отбрасывает на расстояние, шокируя Альто Зору. Теректра говорит ему, что его атака была отражена, когда он собирался столкнуться с базой, усиливая шок. Рагнар был тем, кто контратаковал. Он стоит на расстоянии от места, где упал Теректра. Он держит 2 меча, наполненных серебром, которые светятся. Ультзора думает, что это мог быть жнец, но Теректра говорит ему, что серебро исходит не от его тела, а только от его мечей. Поэтому они не начинают паниковать и звать Вальтера Камуи. Затем Теректра сосредотачивается на Рагнаре, который отказывается назвать ему свое имя, потому что ненавидит разговаривать с драконами. Теректра предлагает вместо этого поговорить с помощью силы. Тем временем Кримсон рассказывает горожанам о высших драконах и о том, как они достигают зрелости. Талантливые достигают зрелости быстрее, а Перитре потребовалось 10 лет, что означает, что у него не так много таланта. Даже он это знает, но компенсирует это силой, которую получил, когда был еще человеком. Он даже доставляет Рагнару неприятности и атакует его кровавым огнем. Сколько бы Рагнар ни ранил его, он остается невредимым. Рагнар отпускает один из мечей и снимает перчатку, чтобы наполнить руку силой меча. Меч начинает излучать огромное количество энергии. Теректра тоже готовится использовать всю свою силу и посмотреть, кто победит в схватке с Рагнаром. Рагнар использует удар убийцы драконов, а Теректра — сейсмическую пушку. 2 атаки сталкиваются, вызывая огромный взрыв огня и серебра. На мгновение становится тихо, и Альто Зора начинает беспокоиться о Теректре, но успокаивается, когда слышит его голос. Рагнар лежит без сознания. Слизь, которая сидит у него на голове, пытается разбудить его, но безуспешно. Альто Зора все еще беспокоится, что Рагнар может быть жнецом, но Теректра уверен, что если бы это было так, они бы знали. Так что они могут просто прикончить его прямо сейчас. Теректра подходит, чтобы раздавить Рагнара ногой, а слизь продолжает его будить. Рагнар просыпается и вовремя уворачивается, удивляя Теректру и Альто Зору. Он выжил, перенеся свое сознание из тела в меч.
иначе он бы умер. Директора призывает нескольких низших драконов, чтобы разобраться с Рагнаром, потому что он больше не представляет для него угрозы. Рагнар защищается, злясь, что директор смотрит на него свысока. Он избит и измотан до такой степени, что кашляет кровью, но все еще хочет сразиться с Терек-Трой, который уходит. Рагнар пытается остановить его, потому что они должны были поговорить с помощью силы. Директор знает, что они достаточно поговорили, чтобы он понял, что Рагнар сильнее. У него был бы такой меч, если бы он мог выдержать его силу. После этого Ультазора приказывает Терек-Трие отправиться к Старлии и стреляет в нее из своей пушки. Рагнар не оставляет попыток остановить его, но низшие драконы бесконечны. Он слишком измотан, ранен и стоит на коленях. Но они не перестают нападать. К счастью, появляется Шин, спасает его и ругает за то, что он потерпел поражение от низших драконов. Гарм тоже приходит, и Рагнар спрашивает, почему они здесь, а не защищают базу. На них нападает еще больше драконов, и троица быстро с ними справляется, а Гарм объясняет, что большинство входов на базу заблокированы. Отряд Айка охраняет тот, который еще открыт, а Старлия сражается вместе с 200 солдат. Шин и Гарм пришли сюда, чтобы помочь Рагнару, но Рагнар уверен, что они ему не нужны. Это так злит Шина, особенно когда Рагнар настаивает, что справится сам, потому что никогда не умирает. Внезапно он соскальзывает со спины дракона и падает. Шин использует мощный прием и уничтожает нескольких драконов, чтобы расчистить путь к Рагнару. Он кричит на него, что они все должны убить как можно больше драконов, чтобы спастись. Вот почему Рагнар хочет сделать это сам. Шин и остальные могут спрятаться на базе и позволить ему сражаться. Это еще больше злит Шина. Он вызывает его на дуэль. Он проиграл все предыдущие дуэли, но теперь он полон решимости показать ему, что он не трус. Рагнар смущен внезапной дуэлью во время битвы. Но Шин не дает ему возможности возразить. Он бросается на него, заставляя защищаться. Рагнар не готов и проигрывает. Шин почти отрубает ему голову. Он хватает его за волосы и говорит, что это их битва. Какими бы ни были его причины и насколько он силен, они не позволят ему прийти откуда угодно и вести себя как герой. Рагнар в шоке, а Шин подходит к Гарму. В этот момент Слизь, которая перешла от Рагнара к Шину, говорит Шину, что знает, куда сбежал директора. Они втроем отправляются на поиски и устроят ему ад. Пока это происходит, Старлия возводит клетку с помощью своих барьерных искусств. Ультазора заманил ее в темный лес, чтобы получить преимущество над ней. Но она уверена, что сможет превратить лес в свою территорию. Она думает, что справится, потому что магический круг почти готов. Им нужно только продолжать убивать драконов и выживать, пока они не смогут телепортироваться. К сожалению, Ультазора разгадал их план. Он знает, что они пытаются телепортироваться с помощью драконьей магии. Старлия осматривает темный лес. Поскольку она видит все с помощью их аур, она видит драконов как черные массы, которые выделяются на фоне всего остального. Однако в лесу совсем темно, и она не видит, что там делают драконы. Но она видит, что приближается орда зомби, которую создал Ультазора. Зомби — это невинные люди, которые задержат их план. Ультазора понял, что их магический круг настроен на одновременную телепортацию всех, кто находится в зоне его действия. Поэтому он удваивает их количество, чтобы им пришлось работать в 2 раза усерднее, чтобы собрать драконью магию. Старлия расстраивается и приказывает своему отряду следить за любыми аномалиями в лесу и атаковать. Но прежде чем она успевает договорить, на них нападают сверху, но ей удается защититься барьером. Многие опытные драконы низкого и среднего уровня начинают использовать особые атаки своих создателей. Это значит, что эти драконы так же сильны, как и высшие драконы и их ссоры. Старлия пытается взять ситуацию под контроль и объяснить своему отряду, как сражаться, но это оказывается непросто. Пока это происходит, Ультазора видит, как магия дракона поглощается командой телепортации. Круг поглощения кажется шириной в 2 километра, что подозрительно много для такой развивающейся страны, как Ли. Он задается вопросом, кто еще может быть замешан, и вспоминает, что Нибела видела женщину рядом с телом Рагнара. На днях она использовала гораздо более мощную барьерную магию, чем он, и, возможно, она тоже замешана. Однако Ультазора уверен, что они смогут победить, но он беспокоится, что есть вещи, которые могут привести к поражению. Но все это не имеет значения, пока они не поймают Старлию, возможно, она потеряет надежду и телепортируется сама. Чтобы этого не произошло, ему нужно взять под контроль магический круг на базе. Тем временем Айку трудно защищать базу. Его солдаты на передовой внезапно погибли, и он не видел, как это произошло. Он в замешательстве, но знает, что виноват дракон, с которым они сражаются. Он внезапно появился, и барьер был отключен, в результате чего погибло много солдат. Затем он приближается, и Айк приказывает своему отряду отступать, пока их прикрывает огневая группа. Это взрослый дракон, который может использовать магию. Кримсон однажды сказал, что поскольку ультиматия может управлять временем, возможно, есть и взрослые драконы с такой же способностью.
Айк готовится к бою, а огневая группа открывает огонь по дракону. Но он останавливает время и выпускает мощные энергетические заряды, которые убивают еще больше солдат и сбивают его с ног. Айк не знает, что делать, потому что не может блокировать атаку за пределами своей реальности. Но он собирается с духом, берет мечи и бежит к дракону. Возможно, у него есть слабость, например, ограничение на остановку времени или время на восстановление. Что бы это ни было, ему нужно действовать сейчас, пока время нормальное. Дракон снова атакует его энергетическими зарядами, но он защищается и задевает его плечо. Дракон отпрыгивает и снова пытается остановить время. Но появляется Кримсон, и дракон путает его с ультиматией. Кримсон бросает в него шар, еще больше сбивая с толку. Он не знает, стоит ли ловить шар. Поэтому он останавливает время, и шар взрывается, как светошумовая граната, и излучает много солнечного света. Дракон начинает гореть и кричать от боли, пока не превращается в пепел. После этого время возвращается в норму. Айк и остальные в замешательстве, пытаясь справиться со ослепляющим солнечным светом. Кримсон сообщает им, что он убил дракона, и объясняет, как работает его светошумовая граната. Она накапливает солнечный свет, который обычно вспыхивает на долю секунды, но поскольку она активируется только при остановке времени, вспышка длится дольше. И дракон от боли не может ничего сделать, кроме как гореть. Кто-то вдруг говорит, и Айк не узнает голос. Он спрашивает, кто это, и Кримсон отвечает, что это один из тех, кто набрал 1,5 балла. Граждане, которых он завербовал. Они тоже хотели сражаться, поэтому он дал им оружие и загипнотизировал их. Айк пытается возразить, но Кримсон гипнотизирует и его отряд. Он узнал, что Алтозора разгадал их план и саботирует его. Ему нужно было придумать запасной план. Поэтому он заставит загипнотизированных гражданских сражаться с зомби и уменьшит количество людей в зоне действия. Внезапно они чувствуют, что 13-й член крылатой родословной пытается разрушить стену в комнате телепортации. Его повсюду атакуют барьеры, и он кричит от злости. Его крик раздражает Фу, который пытается заснуть неподалеку. 13-й член просит отвести его к магическому кругу в обмен на мирную смерть Фу. Но Фу не в настроении, он просто хочет убить дракона. Перед битвой он сказал Австралии, что кровь среднего и взрослого дракона содержит в 100 раз больше магии для телепортации. 13-й член будет отличным дополнением к этому. Он высвобождает силу своей нечеловеческой руки, побеждает дракона и поглощает всю его магию. Он доволен своей работой, но его команда внезапно начинает его избивать, утверждая, что он потерял контроль над своей нечеловеческой рукой. Кримсон наблюдает за всем этим и впечатлен силой Фу. Теперь он заинтересован в этом отряде и хочет взять его под контроль с минимальным ущербом. В этот момент в комнату проникают корни Алтозоры, но загипнотизированные гражданские быстро с ними справляются. Затем Кримсон говорит им всем поторопиться и уходить. В лесу продолжается битва. Старлея и ее отряд в замешательстве. Драконы ветра играют с их воздушными силами и сбивают их с ног. Старлея подбрасывает нескольких солдат в воздух, чтобы разрушить барьер дракона и атаковать его. Один из драконов влетает в клетку Старли и ранит ее, когда она меньше всего этого ожидает. Алтозора ожидал, что она потерпит неудачу, потому что у нее не было опыта в крупномасштабных сражениях. Старлия командовала обороной и нападением, не осознавая, насколько это утомительно. Затем он думает, что битва окончена, но Тариктра предупреждает его о Рагнаре, Шине и Гарме, которые преследуют его. Он уже потерял треть своей армии, но все еще верит, что они в конечном итоге победят, если увеличат численность. Рагнар и остальные не могут приблизиться к Тариктре, потому что количество низших драконов увеличивается. Они измотаны и не могут отдышаться. Рагнар выглядит так, будто умирает, но все еще держится на ногах, бежит вперед и рубит драконов. Он ни перед чем не останавливается, и это мотивирует Шина не отставать. Внутри у него сильная боль, он не может дышать, ему холодно, и он просто хочет остановиться. Но он знает, что не может, потому что хочет защитить всех в одиночку. То, что Шин сказал ему о том, что он герой, действительно задело его, но в то же время немного успокоило, хотя это и слабость. Внезапно троица останавливается перед ордой драконов. Рагнар тут же бросается вперед и уничтожает их, впечатляя Шина и Гарма. Несмотря на то, что он выглядит мертвым, его приемы невероятно точны. Алтозора понимает, что просчитался. Рагнар безумно настойчив, но он начинает чувствовать себя странно. Кажется, что поражение близко, и он в отчаянии. Как и его будущее я. Но это нормально, потому что он уже многое узнал о потоке ауры, серебре и магической силе драконов. Серебро было создано, чтобы противостоять магии. Поэтому оно рассечет и заморозит всю магическую силу, несмотря ни на что. Когда приближается еще больше драконов, он использует секунды до их появления, чтобы усовершенствовать замораживающую способность своего серебра. Теперь он стал сильнее благодаря своей силе и опыту своего будущего я.
Все, что ему нужно сделать, это использовать свое воображение и позволить серебру течь с кончика его меча, когда он взмахивает им. Серебро вытекает и уничтожает всех драконов одновременно, даже не касаясь их мечом. Тем временем Тариктору раздражает настойчивость Рагнара, он беспокоится, что это может мотивировать и других. Но Алтозора думает, что это не имеет значения, потому что Старлея почти сдалась. Она лежит на земле, раненая и не может двигаться. Несколько драконов пытаются напасть на нее, но один из солдат, Кристофер, приходит ей на помощь. Она говорит ему идти на северо-запад, и он поднимает ее и идет туда. Перед этим Старлея попросила Кримсона помочь найти Алтозору. Кримсон подумал, что это опасно, но все же предположил, что Алтозора находится в пределах 1 километра от базы. Благодаря этой информации Старлея смогла понять, что Террора утащил Рагнара подальше от места, где находился Алтозора. Кримсон также сказал ей, что Алтозора может видеть на расстоянии около 2 километров. Значит, он должен находиться в месте, откуда открывается самый широкий обзор на базу. Старлея обостряет свои чувства в этом направлении, чтобы сузить область поиска, и находит Алтозору. Алтозора понимает, что его обнаружили, и выпускает ядовитый газ, чтобы остановить Старлею. Назаряна появляется позади него и неожиданно нападает, отрывая ему голову и сердце. К сожалению, тело Алтозора все еще стоит. Она понимает, что это подделка, и решает уйти, оставив остальное Старлии. Старлия благодарит ее за помощь в поиске настоящего Алтозоры, который на самом деле находится в 100 метрах под землей. Она начинает манипулировать землей, чтобы вытащить его, используя всю свою силу. Она приказывает Крису бросить в него меч. Алтозора начинает паниковать и просит Тетру обстрелять лес из пушек. В этот момент Рагнар и остальные видят Тариктору, и он тоже их видит. Он направляет на них свои пушки и начинает стрелять. Затем он связывается с Ультазорой, который осматривает местность и находит Старлию, которая лежит на земле, раненная. Он появляется перед ней и хвалит ее и ее отряд за их усилия. Ранее Кримсон говорил о принцессе Лакутии, известной героине, которая совершила много военных подвигов и заставила соларианцев считать ее чудом. Позже она стала бичом драконов. Многие считают, что Старлия ее реинкарнация. Алтозора работал на нее как человек и даже сохранил ее воспоминания после того, как стал драконом. Из-за этого Кримсон призвал Старлию продолжать сражаться, потому что она будет напоминать Алтозоре о Лакутии и сводить его с ума. Алтозора просит Старлию присоединиться к крылатой родословной, потому что не хочет, чтобы она умерла. Он даже предполагает, что ее солдаты хотят этого для нее. Она просыпается и понимает, что Алтозора начинает сравнивать ее с Лакушей. Она говорит ему, что может управлять серебром. Поскольку оно создано для сопротивления магии, она может управлять этим сопротивлением по своему желанию. Возможно, она не равня ему как генералу, но она превосходит его, когда дело доходит до сопротивления в магическом мире. Она создает несколько барьеров и призывает большое копье, которое пронзает Алтозору и пригвождает его к дереву. Алтозора замирает, но все равно открывает рот на лбу, чтобы продолжать говорить. Он не хочет терять время и быстро отравляет Старлию. Но появляются 2 солдата и уводят ее. Они предпочли бы, чтобы она умерла, чем отдала ее ему. Кристофер тоже приходит и вытаскивает копье из Ультазоры, отчего тот разлетается на куски. Старлия телепатически общается со своим отрядом, чтобы мотивировать их продолжать сражаться. Они должны собрать всю свою волю, чтобы сражаться, и она направит ее в копье. Она успешно концентрирует всю волю своих солдат в копье и приказывает Кристоферу запустить его в Тариктру. Алтозора предупреждает Тариктру о надвигающейся опасности, и тот быстро отвечает пушкой. 2 атаки сталкиваются, создавая мощный взрыв огня и серебра. Однако копье пробивает пушку, когда сила воли солдат увеличивается. Алтозора появляется из-под земли в виде монстра и пытается напасть на Старлию, которую спасает Назаряна. В этот момент копье пронзает Тариктру, и Рагнар ловит его. Он соединяет его со своей рукой, чтобы выстрелить большим количеством серебра в Тариктру. Тариктра готовится использовать пушку, но уже слишком поздно. После этого Рагнар падает на слизь и беспокоится, что Тариктра взорвался прямо перед тем, как его поглотило серебро. Поэтому он просит слизь снова отвести его к Тариктре, чтобы закончить дело. Ультазора, с другой стороны, паникует и начинает звать Тариктру, боясь, что тот мог погибнуть. Тариктра отвечает, что он вот-вот умрет, но хочет уничтожить врага в процессе. Поэтому Алтозора с грустью приказывает ему снова взорваться и умереть не зря. Они прощаются, и Алтозора уходит. Тариктра концентрирует всю свою силу в последнем ударе, вызывая мощный взрыв. К счастью, Рагнар успевает перехватить взрыв и блокирует его огромным количеством серебра. Вдалеке солдаты замечают взрыв Тариктры, и Старлия говорит им, что Рагнар сдерживает его. Если он не справится, они все погибнут. Рагнар продолжает выпускать серебро, но взрыв отбрасывает его назад. Он хочет увеличить свою силу, но его меч разлетается на куски. Старлия видит это и понимает, что проблема в ее мече. Она чувствует себя побежденной, но не хочет так легко сдаваться.
Поэтому она покидает свое тело и сознательно идет на помощь Рагнару. Старлия кладет руку на его меч, чтобы укрепить его и продержаться еще немного. Она просит Рагнара использовать всю свою силу. Рагнар чувствует ее поддержку, и это придает ему сил. Вместе они концентрируют свои силы, увеличивая площадь поверхности серебра и замораживая большую часть взрыва. К сожалению, взрыв поглощает серебро и сжигает его еще больше. Направив его только на них двоих, Рагнар говорит, что у него есть козырь в рукаве. Они со Старлией отпускают меч, и Рагнар показывает, что у него внутри есть меч. Он хочет, чтобы Старлия помогла ему высвободить его силу. Каким-то образом она видит воспоминания о его одиноком будущем и становится эмоциональной. Рагнар использует свои боевые искусства с серебром, а она использует свою способность формировать серебро, чтобы полностью высвободить его силу. Рагнар размышляет о том, что должен охотиться на всех драконов в одиночку, иначе он будет слабым и зависимым от других. Но теперь он чувствует, как в его сердце разгорается огонь, означающий новую надежду. Он концентрирует всю свою силу в кулаке и бьет по мечу, направляя всю силу на взрыв и дальше. Алтозора наблюдает за всем этим издалека и не может вымолвить ни слова. Взрыв полностью заморожен, и Рагнар стоит перед ним с впечатленной Старлией и слизью позади него. Старлия вспоминает будущего Рагнара и плачет. Она злится, что он такой сильный и красивый, но в будущем останется один. Для нее это неприемлемо, и она плачет еще сильнее. Рагнар тронут этим и благодарит ее за встречу с его будущим «я». Она тоже благодарит его за то, что он помог ей и ее отряду одержать эту победу. К тому же, последний удар Рагнара был просто потрясающим. После этого она просит его бросить Кримсона и быть с ней. Она не позволит ему иметь такое несчастное будущее. Он может подумать об этом, но она не примет отказа. Затем она уходит и возвращается в свое тело, готовая встретиться с ним после телепортации. Рагнар остается стоять, пораженный ее великолепием. Он снова благодарит ее за то, что она выжила вместе с ним, и они спасают друг друга, прежде чем он падает без сил. Старлия просыпается в своем теле, и после этого активируется магия телепортации. Они все счастливы и рады, что все получилось. Но это прерывается, когда Старлия внезапно теряет голову из-за атаки Уолтера Камуи. Затем он возвращает ее на место и нападает на Рагнара, заставляя его сражаться. Он убивает слизь, прежде чем она успевает что-то сделать. Рагнар достиг своего предела, и теперь осталось только его истинное значение. Ему нужно выжать из себя все силы, чтобы продолжать сражаться, потому что он добрался до финального босса. Вернувшись в столицу, Нибула начинает волноваться, потому что Уолтер Камуи ушел. Ультиматия сообщает ему, что он отправился на битву. Не о чем беспокоиться, потому что он не проиграет такому слабому врагу, как Рагнар. Уолтер Камуи и Рагнар начинают свою битву. Ранее Кримсон рассказал Рагнару о когтистом монархе, который не разделяет свою кровь со своими последователями. Она дает им когтистое оружие, и Уолтер Камуи украл один из этих когтей. Из-за этого Рагнар не должен сражаться с Уолтером Камуи, но он забыл об этом. Поэтому он продолжает сражаться. Уолтер Камуи слишком быстр, он атакует несколько раз, не оставляя Рагнару ни единого шанса. Однако Рагнар держится и выдерживает атаки, ударяя Уолтера Камуи головой и отрубая ему голову. Уолтер Камуи мгновенно восстанавливается и наносит ответный удар, повалив его на землю. Он также бьет его электрическим током, который с невероятной скоростью вгоняет его в землю. Рагнар встает и использует свой меч, чтобы нанести ответный удар, но Уолтер Камуи ломает меч и снова сбивает его с ног. Прежде чем он успевает подняться, Уолтер Камуи снова атакует. К счастью, Рагнар вовремя блокирует удар куском меча и шаром серебристой энергии, порезав себе руку. Уолтер Камуи отступает, и Рагнар концентрирует серебристую энергию в руке, чтобы разрезать его, когда тот подойдет ближе. Он достает еще один меч и бросает его в Уолтера Камуи, но тот ломается при ударе, когда Уолтер Камуи достает коготь. После этого Рагнар падает на землю, не в силах пошевелиться, даже когда пытается. Он слышит голос Старлии и просыпается в заброшенном месте. Увидев Старлию, он бросается к ней и обнимает за плечи, снова и снова выкрикивая ее имя. Он не может поверить, что она все еще жива, а она не может поверить, что он так близко к ней. Она уводит его, но просит называть ее по прозвищу Лия. Рагнар соглашается, и у нее начинают порхать бабочки в животе. Затем он удивляется, что телепортация сработала, и спрашивает о других. Она ведет его к ним, но внезапно останавливается, говоря, что это все, что она может сделать. Ей нужно заняться другими делами, например, выковать меч, который она всегда хотела выковать. Пока не ясно, каким он будет, потому что детали туманны. Она знает только, что это будет серебряный меч кометы. В небе пролетает серебряная комета, и она объясняет, что она тоже пролетела давным-давно и стала источником всего серебра. Она хочет создать меч, достойный Рагнара. Внезапно земля под ним проваливается, и он падает, а она хочет увидеть его снова. Он зовет ее и просыпается, понимая, что это был всего лишь сон. Он все еще чувствует ее, и это его успокаивает. Он оглядывается и видит, что он перевязан, а в палатке спят солдаты. Он выходит наружу и обнаруживает, что находится в лагере в том же заброшенном месте, что и во сне.
Там же и Слайм, который пытается развеселить мрачных солдат, переживающих из-за своей потери. Рагнар подходит к ним, и Слайм рад его видеть. Он появляется и ведет его к Соларианке Карулос. Это они пытались его вылечить, хотя это было трудно из-за реакции его серебристой энергии на магию. Рагнар потрясен, увидев, что Карулос похожа на Ультиматию. Его реакция — немедленно убить одну из них. Но Айк говорит, что они работают на Соларианскую церковь. Карулос все еще нужно объяснить, почему они все похожи на Ультиматию. Самые сильные охотники на драконов принадлежат группе под названием Драконья Кара, элитной группе охотников, созданной Соларианской церковью, которая поклонялась богу солнца, и каждый член группы носил титул святого. Одной из этих святых была Карла. Она обладала способностью управлять временем и манипулировать им. Ее способности были настолько уникальными, что после ее смерти церковь решила создать армию ее клонов. Клоны Карлы использовались как целители, и они даже воскрешали солдат, сражавшихся с драконами. Однако клоны не были идеальными. Каждый клон мог прожить в среднем всего 4 года, так как их продолжительность жизни сокращалась каждый раз, когда они использовали магию времени. Клоны обладали лишь небольшой частью силы Карлы, за некоторыми исключениями. И клон номер 19835 – одно из таких исключений. Все остальные клоны были как пустые оболочки, сосредоточенные только на своих обязанностях. Однако клон номер 19835 был другим. У нее были эмоции, что позволило ей не только изучить и использовать всю силу Карлы, но и прожить дольше. Она работала главной Карулос на одной из передовых баз церкви. Однако однажды Карулос совершила самый большой грех, какой только можно себе представить. Она вылечила молодого дракона, который 8 лет спустя терроризировал церковь. Даже бог солнца явился, чтобы наказать ее за этот огромный грех. Все клоны, созданные после нее, были уничтожены, и ее должны были казнить, но внезапно время остановилось. Появилась детская версия Карлы и попросила ее стать ее слугой. Это был бог-дракон, у которого не было физической формы, но он принимал облик по желанию своего верующего. Карла не хотела умирать, она хотела спастись, и поэтому согласилась стать слугой бога-дракона. Бог не только наделил ее драконьей кровью, дав ей титул драконьего монарха, чья сила уступает только богу-дракону. Но он также дал ей новое имя — Ультиматия. Позже она стала лидером группы из 13 драконьих монархов под названием Кровь Крыла. Они устраивали множество набегов, убивая людей, потому что так сказал бог-дракон. Все началось с того, что бог-дракон полюбил кондитерскую в Доннапиу, городе в королевстве Лис. Она защищала город от нападений драконов. К сожалению, кондитерскую ограбили, и она закрылась. С тех пор бог-дракон так расстроился, что закатил истерику, как это делают дети. И он решил уничтожить все королевство. Закончив объяснение, почему они похожи на Ультиматию, Карулос просит Рагнара стать для них драконьей карой, чтобы помочь беженцам. Он отказывается, даже когда они обещают хорошие условия. Поэтому они тоже отказываются помогать беженцам, потому что Старлия не смогла стать драконьей карой, а Рагнар не займет ее место. Рагнар видит проблеск света, исходящий из одного из заброшенных зданий. Это химера, которая зовет его туда. Он спрашивает главную Карулос, почему церковь им не помогла. Карулос отвечает, что они могут помочь только тем, кто способен стать драконьей карой. Поскольку человек должен сначала доказать, что он чудо Божье, Старлия не смогла этого сделать, а Рагнар смог. Такова воля Бога. Рагнар приходит в ярость и бьет кулаком по столу. Если Бог так велик, почему он сам не спустится и не убьет драконов? Он приказывает им принять беженцев, а взамен он убьет Ультиматию. Он берет слизь и отправляется на поиски Кримсона в заброшенное здание. Кримсон полностью исцеляет его в сферической камере. Теперь все в порядке, потому что у нее есть способность к самовосстановлению, иначе Кримсон никогда бы его не простила. К тому же ему нечего было делать последние 2 дня, поэтому он починил и подключил ее к своей базе на Луне. Они все идут туда, и Рагнар сообщает, что Старлия все еще жива. Кримсон не верит, что ей отрубили голову, значит, она мертва. Рагнар объясняет, что в конце битвы он и Старлия глубоко соединились своими аурами, и он все еще чувствует эту связь. К тому же Уолтер Камуи вернул ей голову сразу после того, как отрубил ее, и она прилипла как магнит. Кроме того, он забрал ее тело с собой, хотя мог бы просто забрать голову. Однако это все равно ничего не доказывает Кримсону. Рагнар прерывает его, желая сказать солдатам, что Старлия все еще жива, и он хочет снова ее увидеть. Поэтому он просит Кримсона о помощи, потому что битва еще не окончена. Но Кримсон не хочет действовать, не будучи уверенным, даже если Рагнар в этом уверен. Сейчас они не могут победить драконов, потому что у них есть магия контроля времени и Уолтер Камуи на их стороне. Чтобы победить только с помощью контроля времени, им нужен элемент неожиданности, а его у них нет. Рагнар предлагает разобраться с Уолтером Камуи, а Кримсон — с Ультиматией. Но Кримсону нужно время, чтобы подготовиться, и сейчас нет смысла сражаться. Рагнар считает, что Старлия — достаточная выгода. Она удивительный человек, который нужен им, чтобы уничтожить драконов.
Кримсон не верит, потому что думал, что Рагнар на его стороне, а не на стороне Старлии. Они дали обещание, и он не может позволить себе потерять его сейчас. Рагнар уверяет его, что он не умрет, потому что он никогда не умирает. Но Кримсон думает, что это просто удача, что для Рагнара смешно. Если это так, то он просто перестанет полагаться на удачу. Все воспоминания, которые у него были с отрядом, всплывают в его голове, и он наконец понимает, почему хочет сражаться сейчас. Он хочет спасти всех, чтобы они снова могли смеяться вместе и больше не будет просить Кримсона о помощи. Но он попросит его открыть дверь на землю. Кримсон понимает, что ошибся. Рагнар больше не какой-то там никто с огромной силой, которую он может контролировать, и он ничего не может с этим поделать. Он вызывает дверь, но предупреждает, что Рагнар пожалеет об этом. Когда Рагнар собирается открыть дверь, у него внезапно кружится голова, и он падает на пол. Это яд, который он принял, когда они впервые встретились. Он должен подействовать, когда Рагнар попытается покинуть Кримсона. Кримсон разочарован в нем, называя его бесполезным инструментом. К счастью для него, его интересовали только его боевые искусства. Он может просто воссоздать их в другом человеке. Он также может покопаться в его голове и превратить его в зомби. Это было бы забавно. К сожалению для него, Рагнар тут же просыпается. Он удивлен, что все еще жив, потому что Кримсон сказал ему, что он умер мучительной смертью. Он блефовал? Кримсон отрицает это. Он тоже не понимает, почему Рагнар все еще жив. Он специально использовал нанороботов, уничтожающих гены. Даже если Рагнар наполовину меч, он должен быть хотя бы наполовину мертв. Кримсон так зол, что Рагнар бьет его по голове, чтобы успокоить, но тот отлетает к стене. Он признает, что ему жаль, что он нарушил их обещание, но слова Кримсона его совсем не трогают. Химера пытается напасть на него сзади, но он быстро ее обезвреживает. Он вспоминает, что когда впервые встретил Кримсона в будущем, он убил его и не увидел его сердце в теле. Он хочет знать, где оно, потому что, вероятно, поэтому в его словах нет эмоций. Отряду Старлеи удалось переместить его, потому что они рисковали своими жизнями. Кримсон просто постоянно строит планы. Кроме того, их шансы на победу могут быть невелики, но они не равны нулю. Если Кримсон не сможет принять вызов сейчас, как он уничтожит все родословные. Кримсон не находит слов. Химера трансформируется и снова пытается напасть на Рагнара. Но он останавливает ее и говорит Рагнару делать все, что он хочет. Рагнар уходит, а Кримсон ложится спать. Рагнар возвращается в лагерь и видит, что солдатам стало лучше. Они поняли, что Старлия все еще жива. Это потому, что серебряная рука Кристофера может двигаться только благодаря ее серебряным манипуляциям. И она все еще двигается. Они хотят спасти ее, и Рагнар идет с ними. Тем временем Старлия находится с Уолтером Камуи в столице. Она все еще жива, и когда она просыпается, то ничего не понимает. Уолтер Камуи объясняет, что голова снова соединится, если ее правильно приставить после того, как ее отрезали. Но у нее на шее есть ядовитая метка, которая активируется и убьет ее, если Рагнар и его отряд придут ей на помощь. Метку оставил Ольта Зора, который злится из-за потери Теректры. Внезапно рука Вольтаками начинает замерзать изнутри, быстро распространяясь по всему телу и заставляя его регенерировать. Это происходит с тех пор, как Рагнар оставил на нем шрамы. Это еще одна причина, по которой он оставляет Старлию в живых. Он хочет снова сразиться с Рагнаром, но в полную силу, и он хочет, чтобы Старлия помогла ему стать сильнее. Старлия напоминает ему, что она умрет, когда Рагнар придет, и он подтверждает это. Вот почему он хочет, чтобы она сделала для Рагнара меч, который сможет противостоять его когтям, пока не придет время. Старлия решает поторопиться и сделать меч, чтобы не умереть с сожалением. Тем временем Кримсон лежит в постели в депрессии. Он проверяет ситуацию в столице через спутник. Он замечает, что драконы, похоже, торопятся, и предполагает, что это может быть потому, что Ультиматия сейчас не может использовать свою магию контроля времени. Это идеальное время для атаки. Поэтому он собирает своих слуг и готовится к битве вместе с Рагнаром и отрядом Старлии. Рагнар и отряд уходят с помощью Фу и Кайоса. Как только они появляются в столице, метка на шее Старлии активируется и душит ее. Так Уолтер Камуи узнает, что враг здесь. Солдаты начинают спускаться на землю, замечая, что солнце не встает из-за барьера Нибулы. Борджес тоже замечает их и начинает атаковать. Уолтер Камуи ждет Рагнара, солдаты говорят Рагнару идти к нему, и он уходит. Нибула чувствует приближение еще одного существа, но не знает, откуда оно. Это Кримсон, который телепортируется над барьером. Он понимает, что драконы не остановили время, хотя это было бы для них большим преимуществом. Это подтверждает, что они не могут остановить время. Поэтому он запускает гигантского робота-голума через пространственную связь. Нибула начинает паниковать, потому что не ожидал вмешательства, и зовет Барджеса, чтобы тот перехватил машину. Рагнар тоже замечает, что Кримсон прибыл, как он и надеялся, и направляется к Уолтеру Камуи. Он приходит и видит, что Старлия на грани смерти, а Уолтер Камуи ждет его. Он бежит к ней, и Уолтер Камуи решает отойти, чтобы они могли попрощаться. Рагнар берет Старлию на руки и видит, что она в ужасном состоянии, потому что яд распространяется по всему ее телу.
Он пришел за ней, как и обещал, но что он может сделать для умирающего человека? Если он попытается заморозить яд, то просто заморозит ее. Может быть, соларианцы или Кримсон могли бы помочь, но времени нет. Старлея показывает ему меч, который она сделала для него. Он берет его и вспоминает серебряную комету из сна. Она извиняется за то, что не смогла сделать меч лучше, чем этот, и не сдержала свое обещание. Она сожалеет, что не была достаточно хороша, потому что Рагнар не сможет победить коготь Уолтера Камуи этим мечом. Она сильно кашляет и плачет, понимая, что ее конец близок. В следующий раз она выкует мощный меч, достойный Рагнара, но для нее следующего раза не будет. Рагнар встревожен и взволнован. Он хочет, чтобы они оба выжили и смеялись вместе, но если этого не произойдет, он хочет, чтобы Старлея смотрела, как он сражается. Он обещает победить с помощью этого меча и победить Уолтера Камуи. Даже если она его не увидит, он будет сиять так ярко, что у нее не будет выбора, кроме как увидеть его. Назарина приходит и берет ее на руки, позволяя Рагнару отправиться к Уолтеру Камуи. Если Старлея умрет, он будет грустить, но он также будет рад, что встретил ее. Поэтому она должна смотреть до конца, потому что с этого момента он станет сильнее, чем в будущем. Уолтер Камуи спускается, и Рагнар требует, чтобы он быстро превратился в дракона. Но сначала он хочет продолжить с того места, где они остановились, и показать ему свой коготь. Коготь может менять свои характеристики в зависимости от пользователя, поэтому когда он схватил его, он стал когтем-молнией. Он расширяется и трансформируется с молниеносной скоростью, демонстрируя это, становясь гигантским. Он выпускает мощные электрические разряды, которые разрушают землю. Рагнара это не волнует, он просто хочет, чтобы Уолтер Камуи уже превратился в дракона. Уолтер Камуи атакует его, и он мгновенно замораживает его вместе с рукой Уолтера Камуи одной рукой. Затем он быстро бросается на него и разрезает его пополам, что очень радует Уолтера Камуи. Он кладет меч на спину, и тот ярко сияет. Он хочет, чтобы Уолтер Камуи быстро превратился в свою самую мощную форму, чтобы он мог победить его в лучшем виде. Меч на его спине сияет еще ярче, заставляя его парить над землей, как какой-то бог. Уолтер Камуи находит это очень забавным, пока он восстанавливается. Он начинает сравнивать их оружие. Его коготь достигает 100% в руках пользователя, но меч Рагнара поднимает пользователя до 120%. Наконец он становится серьезным и превращается в дракона. Он атакует Рагнара, и Рагнар блокирует его, используя только руки, что высвобождает огромное количество серебристого света. Вокруг них образуется огромный беспорядок, и Назарена забирает Старлию и уходит оттуда. Рагнар видит их и посылает им меч, чтобы они двигались быстрее. Затем он снова сосредотачивается на своем враге и бросается на него в ближнем бою, нанося ему еще больше серебристого света, который немного отталкивает его. Он продолжает атаковать, но Уолтер Камуи отвечает своим когтем, и они оба немного борются. Уолтер Камуи видит брешь и бьет Рагнара хвостом, сбивая его с ног. Затем он расширяет коготь, чтобы пронзить его на расстоянии, но Рагнар уклоняется и встает. Уолтер Камуи бросается на него, но он блокирует удар, и они продолжают так некоторое время, пока Уолтер Камуи не одерживает верх. Он подкрадывается к Рагнару сзади и стреляет в него. К счастью, меч активирует один из барьеров Старли, чтобы отразить атаку. Однако Уолтеру Камуи все же удается бросить Рагнара на землю и прижать его когтем. Рагнар пытается заморозить коготь, пока Уолтер Камуи готовится ударить его электрическим шаром. Он вовремя снимает коготь и блокирует атаку одной рукой. Он превращает другую руку в клинок и разрезает атаку пополам. Добравшись до Уолтера Камуи, он подбрасывает его в воздух и отрезает ему руку. Уолтер Камуи решает атаковать в ответ, прежде чем восстановиться, и Рагнар защищается. Они продолжают так сражаться, пока Назарина наблюдает за ними с земли за барьером со Старлией на руках. Она восхищается светом Рагнара и рассказывает о нем Старлии. Старлия говорит ей, чтобы она перестала тратить время на того, кто вот-вот умрет, и ушла. Назарена беспокоится, но понимает, что Старлия больше не отвечает. Она уходит, попрощавшись, оставив тело Старлии там. Тем временем Небуло продолжает чувствовать присутствие Кримсона. Он поместил ультиматию в альтернативное пространство и беспокоится, что Кримсон хочет захватить это пространство. Кримсон начинает колдовать и пробивает барьеры Нибулы. Нибула начинает паниковать, потому что Кримсон слишком быстр. Он сводит на нет все их усилия за считанные секунды. Но Небула хочет сделать лучше. Он усердно работает, чтобы защитить барьер и помешать Кримсону. К сожалению, появляется Смайл и поглощает его. Кримсону наконец удается пробить все барьеры и попасть в альтернативное пространство. Он тихо подходит к ультиматии, которая смотрит в другую сторону, и направляет на нее пистолет. Прежде чем выстрелить, Нибула кричит ее имя, чтобы предупредить. Ультиматия вздрагивает и оборачивается, чтобы увидеть, как Кримсон стреляет ей в плечо. Из крови Ультиматия создает огонь и бросает его в Кримсона. Он уклоняется и приземляется на другую платформу. Он получает доступ к системе пространства и манипулирует ею, чтобы запереть их там и изменить скорость времени. Он не хочет, чтобы кто-то вошел, и не хочет, чтобы Ультиматия использовала свою магию за пределами пространства. Она понимает, что ее рана не заживает,
и вспоминает, что Уолтер Камуи говорил ей злиться в таких ситуациях. Поэтому она приходит в ярость и превращается в дракона. Перед этим Кримсон отправился за своим сердцем, которое он спрятал. Внезапно появилась его монархическая версия и попросила его сначала обсудить это решение с объективной версией самого себя. Также появились персонажи Элиза и Вероника. Они оба не понимали, зачем он это делает, но он решил, что Рагнар стоит того, чтобы рискнуть своей жизнью. Даже если он не сможет восстановить и 10% своей силы с помощью сердца, он легко справится с ультиматией. Поэтому он забирает сердце и возвращает его на место, заставляя монарха слиться с ним. Теперь он может обрушить свою истинную силу на ультиматию. Она стреляет в него энергетическими лучами, но Кримсон уклоняется и использует светошумовые гранаты. Поскольку время в этом пространстве замедлено, шары лишь слегка вспыхивают, и ультиматия прячется за щитом. Кримсон стреляет в нее, но пули отскакивают от щита. Она бьет его хвостом, но он уклоняется и рассказывает, как создал пули, чтобы убить себя. Они нарушают кровоток и делают магию бесполезной. А поскольку он и ультиматия используют контроль времени, их кровоток одинаков, а значит пули подействуют и на нее. Все, что ему нужно сделать, это попасть ей в сердце, и она умрет. Он выпускает еще одну пулю, которую ускоряет в 50 раз. И светошумовые гранаты снова слегка вспыхивают. Это заставляет ее вздрогнуть от боли, и пуля попадает ей в крыло, разрушая щит. Это также сбивает ее с платформы, и она падает на сломанную колонну, а Кримсон следует за ней. Он ускоряет еще одну пулю, когда она съеживается, и в страхе выпускает мощный заряд энергии. Пока продолжается битва, Кристофер и Фу побеждают Ольта Зора. Но прежде чем уйти, он использует свое секретное оружие, чтобы убить и их. Айк подходит к нему и быстро замораживает его. Кримсон продолжает сражаться с ультиматией и понимает, что ее энергетические взрывы слишком сильны. Возможно, она самый слабый монарх из всех, но у нее огромный запас магии, и она может одолеть самых сильных драконов, просто яростно атакуя наугад. Что она сейчас и делает с Кримсоном, не давая ему приблизиться к ней. Поэтому он использует свою психическую атаку, чтобы заставить пространство замолчать, усилить свой голос и мучить ее. Он не думает, что она похожа на Каролу, поэтому она пытается стать монстром и почувствовать себя особенной. Она просто клон. Это тревожит ее, особенно когда он оскорбляет бога-дракона. Это буквально заставило ее уничтожить целую страну из-за кондитерской, и это по-детски. Он описывает это так же, как она это видит. Юная Карула, похожая на нее и ее сестер, которые погибли из-за нее. Ультиматия начинает паниковать. Она вспоминает свои прошлые поступки. Она просто хотела быть доброй. Она не хотела выбирать, кого спасать, потому что больше всего хотела спасти себя. Тем временем Борджиас приходит в ярость из-за смерти Небулона и идет в комнату, где слайм все еще пожирает его. Он уничтожает его вместе со зданием, оставляя после себя скелет Небулона. Он опустошен, но вспоминает, что нужно сосредоточиться на самом важном – защитить ультиматию. Похоронив Небулона, он разрушает стены альтернативного пространства. Он делает это как раз вовремя, когда Кримсон собирается выстрелить в ультиматию, которая плачет от ужаса. Он зовет ее, чтобы она могла сбежать через дыру, которую он проделал в стене. Ультиматия пытается убежать, но Кримсон преследует ее. Она пытается атаковать его еще большим количеством энергетических взрывов. Но он уклоняется от них и продолжает преследовать ее, делая еще один выстрел. Снаружи Химеру, к сожалению, убили, но змея, ее хвост, все еще жива. Он меняется с ней местами, чтобы принять человеческий облик. Борджиас сразу же чувствует его присутствие. Раньше они вместе служили Кримсону, поэтому он шокирован тем, что тот все еще жив. Он приходит в ярость из-за его предательства богу-дракону и в гневе высвобождает свою силу. Он выпускает мощный магический удар, но он не достигает змеи. Змея, с другой стороны, использует чрезвычайно мощный прием под названием «Мировой коллапс», из-за чего Борджиас взрывается изнутри. Этот прием также уничтожает все на своем пути, включая альтернативное пространство и барьер Небулана. Это ранит ультиматию и Кримсона, и они падают на землю. Змея извиняется перед Кримсоном, падает на пол и умирает от собственного приема. Солнце освещает их всех, так как барьер исчез, и Борджиас загорается. Он зовет Уолтера Камуи, чтобы тот защитил ультиматию, так как теперь он единственный, кто остался, но в этот момент Айк добивает его, обезглавив. Оставшиеся солдаты бегут к ультиматии, которая лежит на земле, а Камуи все еще сражается с Рагнаром. И несмотря на то, что он быстрее, ему приходится нелегко. Рагнар выкладывается на полную, атакует, защищается и уклоняется от него. Вальта Камуи использует свой коготь, чтобы атаковать его во всех направлениях, сгибая его по своему желанию, а Рагнар уворачивается как сумасшедший, прежде чем контратаковать. Вальта Камуи блокирует атаку, рискуя заморозить свой коготь. Он блокирует еще одну атаку, понимая, что Рагнар начинает одолевать его. Рагнар отрезает ему обе ноги и хвост, заставляя его отпустить коготь.
Затем он продолжает атаковать и усиливает свой серебристый цвет, чтобы поразить Уолтера Камуи охотничьей вспышкой. Это заставляет Вальта Камуи тоже выложиться на полную. Он хватает свой коготь и отражает атаку Рагнара. Ультиматия встает, Айк и остальные подбегают к ней и защищают ее. Но Назаряна наносит ей удар в голову, и она кричит от боли, из-за чего ее энергия вырывается наружу. Это убивает нескольких солдат и даже позволяет Назарине слезть с нее. Вальтер Камуи, с другой стороны, использует мощные боевые искусства бога молний, которые сильно увеличивают гравитацию и тянут всех вниз, включая ультиматию. Рагнар поражен этим зрелищем. Вальтер Камуи трансформировался и слился со своим когтем, что позволило ему превратить руки в лезвие. Рагнар тоже готовится к бою, но Вальтер Камуи слишком быстр. Он так быстро разрезает свой клинок, что Рагнар даже не замечает этого. Он также двигается так быстро, что Рагнар не может предугадать его атаки или контратаковать. Однако Рагнару удается нанести удар, но он все равно получает удар коленом в живот, колено становится острым, как коготь, и пронзает его. Атакамуи обезглавливает его, усиливая свой электрический заряд. На земле Кримсон теряет много крови из-за ранения. Он слышит, как слизь бродит вокруг в поисках еды. Он зовет ее, чтобы она пришла с девушкой из отряда Старли. В этот момент происходит мощный взрыв от атаки Вальтера Камуи. Ударная волна от него сметает все вокруг. Голова Рагнара отлетает, и Вальтер Камуи хочет увидеть когтистого монарха. Он достиг своего пика и хочет найти ее, Клапера и бога-дракона. Рагнар удивляет его еще одной мощной охотничьей вспышкой, отправляя его в глубины земли и заставляя его собственный меч треснуть. Он возвращает голову на место и использует серебристый цвет, чтобы исцелиться. Ему все еще больно, но он не позволяет Вальтакамуи делать то, что тот хочет. Ультиматия подползает к тому месту, где упал Вальтакамуи, и кричит его имя. Он кричит ей, чтобы она не вмешивалась в его бой. Рагнар занимает позицию, и Вальтакамуи понимает, что он использует тот же прием, что и в первый раз, когда они сражались. Но он не слишком беспокоится, потому что может выдержать этот прием. Он быстро бросается на него. При этом он использует дополнительный прием, чтобы трансформироваться в свою высшую форму, способную даже сокрушить солнце. Прежде чем он доберется до Рагнара, Рагнар думает о том, чтобы исчерпать все свои силы и стать абсолютным. Ему нужно отточить охотничью вспышку, потому что ее недостаточно, чтобы победить Вальтера Камуи. Она должна стать быстрее звука и молнии и наносить урон мгновенно. Он увеличивает свою силу, чтобы достичь этого, и дважды разрезает Вальтера Камуи, прежде чем тот успевает нанести удар. Огромное количество высвободившейся энергии вызывает мощный взрыв, который уничтожает Вальтера Камуи на глазах у когтистого монарха. Она замечает, что Вальтер Камуи победил всех своих врагов, используя скорость, но сам был побежден скоростью. Умирая, он вспоминает, как украл все силы, которые нашел, и сделал их своими. Но он не может украсть силу Рагнара, потому что даже не понимает, как она достигается. Он бросает свой коготь в Рагнара, который блокирует его мечом, прежде чем упасть на землю. Ультиматия видит все это и потрясена тем, что Вальтер Камуи мертв. Она не может в это поверить, она даже не может принять это. Она громко кричит, высвобождая огромное количество магии, которая останавливает время. Когда она понимает это, она надеется, что ее сила вернулась, и она сможет повернуть время вспять, чтобы вернуть всех. Но когда она пытается это сделать, девушка из отряда Старли стреляет ей в сердце из пистолета Кримсона. Кримсон поручил ей это сделать, и когда она услышала, что Ультиматия хочет повернуть время вспять, у нее появились сомнения, что если она позволит ей это сделать, то снова увидит своих товарищей. Но прежде чем девушка успела что-то сделать, пистолет выстрелил. Она падает на колени и плачет из-за того, что сделала, а Ультиматия умирает на земле. После этого Кримсон снова закрывает свое сердце и сбрасывает тело монарха, чтобы вернуться к своему обычному облику. На поле боя тихо, повсюду лежат тела солдат. Это не очень приятная картина даже для Кримсона. Рагнар сидит, держась за оставшийся кусок своего меча и глядя на него. Он видит себя в будущем и спрашивает, сожалеет ли он о чем-нибудь. Он отвечает, что нет, потому что без всех он бы не победил. Но ему все равно грустно. Его будущее я подходит к нему и превращается в Кримсона, который спрашивает, не бросит ли он все из-за грусти, но он отвечает, что нет. Он может вынести грусть, но никогда не перестанет сражаться с драконами, даже если будет делать это в одиночку. Затем Кримсон будет его, и он просыпается в капсуле. Кримсон и Голем отводят его в комнату, где спит Старли. Назаряна, Слайм и Айк тоже там. Кримсон говорит ему, что Старли полностью исцелилась от яда Ольта Зоры. Когда Айк собирался убить Ольта Зору в бою, Ольта Зора дал ему противоядие в качестве награды. Так что физически она в порядке, но находится в коме. Рагнар подходит к ее кровати. Он вспоминает, как она просила его быть с ней, потому что не хотела, чтобы он был несчастен. Он так рад видеть, что она жива и почти здорова. Он плачет, убеждая себя, что однажды Старли проснется и сделает ему меч, как и обещала. Несмотря на все, что произошло, победа есть победа, и все солдаты Старли, живые или мертвые, согласны с этим.